Disaster Peace написал саундтреки для игр Fez, Hyper Light Drifter и Minimetro. Он же автор музыки из фильмов It Follows и под Silver Lake. Как по мне, такой послужной список помог бы ему выиграть на выборах главного композитора инди-сцены, если бы такие существовали. Но при всем при этом Ричард Вриланд под ником Disaster Peace крайне скромный персонаж. В своих лекциях или интервью он не выпячивает свое творчество, а в первую очередь рассказывает о своей музыке как о средстве достижения целей, поставленных дизайнером или режиссером. Да и в музыкальном плане он настоящий аскет, и сегодня я хочу рассказать не о биографии Ричарда, а о его методах, которые сделали его саундтреки такими уникальными. И о том, почему он один из немногих композиторов, который реально использует возможности игр, а не просто пишет крутые музыкальные темы. Disaster Peace стоял у истоков современной игровой и киношной инди-сцены, и на мой взгляд, хоть и не все с этим согласятся, но я слышу его влияние во многих саундтреках в независимых проектах, и будем честны, музыка в инди последнее время часто интереснее, чем в любом AAA. Hi there. Can everybody hear me? Итак, первое и, наверное, самое важное, от чего мы будем отталкиваться, большая часть произведений, к которым писал Disaster Peace, подают информацию без слов. Ну, наверное, Fez исключение, хотя слова там второстепенные. Ну и вот Follows тоже как бы есть реплики, но думаю, там их легко по пальцам пересчитать, это кино не про разговоры. Да, я не случайно называю на английском, чтобы вас не путать, потому что в нашем прокате фильму позвали просто «Оно», как и экранизацию одного другого популярного произведения. В общем, я веду к тому, что Disaster Peace работает над проектами, где музыка берет на себя повествовательную роль. То есть она, а не речь персонажей на переднем плане. Музыка передает их ощущения, мысли, события на локации и ее атмосферу. Часто саундтрек замещает закадрового рассказчика. Вот пусть это не игровой момент, но гляньте кат-сцену вступительную к Hyper Light Drifter. Буквально каждый объект и каждое действие отражено в аранжировке. Музыка работает как саунд-дизайн. Или вот пример из Fez, когда на одном из уровней вообще полностью отказались от звуковых эффектов. Вся функциональность опять на саундтреке. И все в той же игре были целые уровни, построенные на музыкальных головоломках, например, когда нужно прыгать по платформам в ритм. Или вот тут вы поднимаетесь наверх, и с каждым собранным кубиком повышается нота. С последним кубиком все складывается в гармонично звучащий джингл. А в Minimetro или Mini Motorways, когда вы соединяете станции и взаимодействуете с интерфейсом, каждое действие подтверждается звуками, которые попадают в гармонию фонового трека. Фактически вы не только решаете стратегическую головоломку, но играете музыку. Один из принципов Disaster Peace в том, что хоть его композиции прекрасно звучат отдельно от игры, но они создавались как поддержка всего происходящего на экране. Это адаптивный саундтрек, который меняется в зависимости от игровых событий и действий игрока. В общем, процедурная генерация музыки. При этом Ричард еще на заре своей карьеры игрового композитора пришел к тому, какой потенциал зарыт в игровом интерактиве. В 2009-м он сделал на флеше музыкальный инструмент под названием Genre в формате игры. Это аналог «Волк ловит яйца». Персонаж просто ходит и ловит снежинки ртом, но при каждом действии игрока воспроизводятся ноты и аккорды из заранее подготовленной гармонии, чтобы все звучало приятно. Игрок ловит разные по форме снежинки, и они звучат как разные ноты, а ходьба задает темп композиции. Кстати, однажды я рассказывал о том, что одним из пионеров такого подхода был главный композитор Nintendo Коджи Кондо, который стремился гармонизировать звуки в игре с саундтреком на фоне. Это стандарт расслабляющих и семейных игр, когда звуки попадают в гармонию, нам физически приятно.
Заметили, как странно? Я ни разу за видео не упомянул Immersive Sim, а все потому, что готовлю вас к выходу на новый уровень. Теперь классические механики иммерсивов доступны вам в реальном мире. Вы будете взламывать компьютеры, проникать в системы безопасности и получать за это деньги. Звучит как нечто не очень легальное, но на самом деле речь о профессии белого хакера или пентестера, который помогает компаниям отыскивать и устранять уязвимости. Бизнес делает запрос таким специалистам, а они отыскивают потенциальные бреши в системе. Востребованность в пентестерах растет, потому что утечек данных, к сожалению, становится все больше. И чтобы узнать о профессии и попробовать себя в ней, рекомендую записаться на бесплатный мини-курс от Skill Factory. За 4 дня вы узнаете все о прогрессивных способах взлома, поднимете виртуальную машину и сами взломаете ее, поучаствуйте в реальной хакерской атаке, выполните домашнее задание и получите фидбэк от эксперта, а еще бесплатный курс алгоритмы и структуры данных в подарок. Наверное, самая необычная профессия, которую я затрагивал у себя на канале, но если серьезно, это возможность для пытливых и любопытных людей пустить свою энергию в полезное русло кибербезопасности. А чтобы записаться на мини-курс, просто перейдите по ссылке в описании или QR-коду. Но возвращаясь к теме, по Disaster Piece музыка должна быть на службе у игрока и плотно сплетаться с другими аспектами игры. Например, музыкальный аккорд используется как погодный эффект. Или нотами можно заменить звук игрового действия. В It Follows музыка, по сути, озвучивает невидимое зло, которое, извините за тавтологию, мы буквально не видим в кадре. Вообще, у меня это первый и единственный раз, когда в кино жути наводили не события, а именно музыка. Ну, еще плавное движение камеры, которое хладнокровно фиксирует происходящее без сопереживания персонажам. Вообще, приемы, когда какие-то действия, погоду или животных озвучивались музыкальными инструментами, использовали в классической музыке. Особенно в 19 веке композиторы с этим стали экспериментировать, добавляя в оперы или симфонии подобные эффекты. Собственно, проекты с музыкой Disaster Piece прям ощущается как эдакая интерактивная опера. Треки не звучат постоянно, а воспроизводятся фразами, когда вы используете механики или добираетесь до триггера на уровне, который запускает новый кусочек музыкальной темы. И на это повлияло еще одно убеждение Disaster Piece — тишина необходима. Он не раз подчеркивал, что музыка не должна звучать постоянно, и если нужно, то пусть она уступит вещам поважнее. Мне нравится использовать тишину. Я думаю, что тишина — недооцененный концепт в игровой музыке. Во многих играх тебя словно гипсом облепляют саундтреком, и это очень утомляет. А еще я думаю, что слишком частое прослушивание трека снижает его ценность. И если ты выбираешь, когда он звучит, а когда нет, люди начинают больше обращать на него внимание. И приятный бонус, когда у вас нет музыки, работа других ребят попадает в центр внимания. Например, мой друг Брэндон Маккартон сделал звуковые эффекты для Fez, и вы можете услышать его работу более отчетливо. По его мнению, в каких-то моментах можно вырубить саундтрек, если достаточно информации от геймплея и картинки. Ну или помните, в It Follows было несколько жутких сцен, когда звучала только тишина. И это, кстати, не было решением Disaster Piece. Это был скорее выбор Хулио Переса, режиссера монтажа, и Дэвида Роберта Митчелла, режиссера фильма. Я всегда считал, что музыка здесь не нужна. Все мы любим иногда использовать тишину, чтобы усилить воздействие на зрителя. Но к концу производства режиссер монтажа Дэвид добавил немного низкочастотного гула, который я записал для этой сцены. В итоге мы использовали его на протяжении всего фильма как мотив страха. Таким образом, Ричард создает саундтреки так, чтобы ввести игрока или зрителя в состояние потока, в котором он как бы участвует в эдакой музыкальной импровизации. Причем импровизация — основа стиля Disaster Piece. Если разбирать его композиции с точки зрения музыкальной теории, то он не использует нагромождение разных аккордов. В основном он берет 2, 3 и всячески их обыгрывает. Например, наигрывает 2 аккорда и как бы впрыскивает между ними ноты или последовательности нот, сыгранные разными приемами, придавая музыке то самое ощущение фраз. Ритм, с которым звучат аккорды и мелодия, часто сбивчивый, темп относительно медленный и при этом плавает туда-сюда.
И вот эти вот 2-3 аккорда предпочитают переводить из одного музыкального лада в другой, используя не только мажор и минор, но и всякие лидийские, дарийские лады, которые чаще встречаются, например, в этнической музыке. А если послушать темы Disaster Peace просто в голом фортепианном исполнении, это буквально отдает чем-то в духе сати или джазом 50-х, 60-х, когда джазовые исполнители начали отходить от типичной импровизации по пентатонике. Для справки, пентатоника — это такой набор нот, в котором играются большинство блюзовых композиций и импровизаций. В джазе до 50-х тоже часто использовалась пентатоника. А вот новые джазовички стали свободнее, открыв эру так называемого модального джаза, где начали использовать все эти самые лидийские, дарийские, в общем, необычные лады. Плюс в музыке Disaster Peace я отчетливо слышу упомянутого сати и другую музыку композиторов-импрессионистов. Они тоже по ходу одной пьесы могли сильно поменять настроение буквально после пары сыгранных аккордов. При этом низкий темп и сбивчивый ритм дополнительно сглаживал такие переходы, прям как и Disaster Peace делает. На секундочку прервемся. По поводу сати я услышал ваши просьбы под выпуском про нейросети, сделаю про него видос, а еще появилась идея освежить выпуск про адаптивную музыку, который я когда-то делал для DTF, и дополнить его более крутыми примерами, в общем, копнуть вглубь. Если хотите, чтобы я сделал такие ролики, пишите в комментариях. А еще подписывайтесь на мои соцсети, например, в Telegram, чтобы не пропустить анонсы этих выпусков, а также читать другие посты про жизнь канала и всякие новости. Кроме того, про жизнь и закулисье канала вы куда подробнее можете узнать у меня на Бусти, там несколько десятков роликов и постов по теме создания видео, и недавно я опубликовал один большой сборный пост, из которого удобно перейти к любому ролику. Спасибо за ваши подписки. Поехали дальше. Если послушать его фортепианную игру, то там аналогичный стилек виднеется. Он как будто бы бесконечно пытается нащупать какую-то мысль и прыгает от настроения к настроению. Сам он говорит, что играть не особо умеет, и когда нужно, прибегает к технологиям. Например, как-то использовал скрипт от Sonic Couture для библиотеки Kontakt. Если что, Kontakt — это такая как бы программная среда, куда можно подгрузить кучу всяких инструментов с очень реалистичным звуком, но не суть. Короче, скрипт позволял сыграть одну ноту, а вокруг нее в произвольном порядке проигрывались ноты в том ладу, который указал пользователь. Ну и в итоге можно было очень лихо импровизировать. Сегодня таким уже никого не удивишь, конечно, но Ричард и сам занимается программированием подобных MIDI-инструментов. Так что внедрять генератив, если вы не забыли про упомянутую January, Disaster Peace начал давно. И, кстати, та же игрушка Mini Metro и Mini Motorway звучит так, потому что однажды разработчики наткнулись на тот самый январский процедурный эксперимент Ричарда и пригласили его работать над саундтреком. Вообще, из-за специфического хрустящего звучания, которое идеально ассоциируется с инди-играми, отсылающими к ретро, его стиль относят к чиптюну. Если вы вдруг забыли или не знали, чиптюн — это треки, которые воспроизводятся с помощью встроенных звуковых чипов ретро-консолей или игровых автоматов. Суть в том, что всякие старые консольки не умели воспроизводить аудиофайлы, поэтому внутри них стояли как бы простенькие синтезаторы, которые генерировали разные формы волны. То есть каждый раз игра буквально проигрывала MIDI-партии, записанные в память консоли. И если ранее чиптюн — это просто и была музыка из старых игр, то в будущем энтузиасты смекнули, что консольки-то можно использовать как синты, загоняя туда свои MIDI-партии. Те, кто по хардкору увлекались подобным, писали прямо на железе. Те, кому нравилась эстетика, но не нравилась возня, просто имитировали звук на компе. Ричард Disaster Peace Vreeland был из вторых, но начинал он с гитарной музыки, однако перешел к электронике, и вот почему. Когда я начинал, меня действительно интересовала музыка с гитарами, ударными и басом, но это требовало много работы и усилий, когда нужно было записывать все эти партии и добиваться того, чтобы они звучали хорошо. Но со временем я открыл для себя синтезаторы и обнаружил, что процесс создания музыки, которая мне очень понравилась, пошел быстрее. Поначалу он просто брал программу для гитарных табов, видимо Guitar Pro, и добавлял в получившуюся аранжировку несколько синтезаторных звуков. Если вы помните игрушечное звучание Guitar Pro, то кажется понятно, откуда вся эта приятная наивность в звуке Disaster Peace.
По словам Ричарда, комп дал ему настоящую свободу в реализации идеи, однако по меркам многих электронщиков его процесс очень лаконичный. Он рассказывал, что отчасти на это повлиял один из первых проектов. В начале 2006-го один разработчик разместил объявление на форуме о поиске музыки для мобильной игры. Ричард отписался ему, и через несколько месяцев его взяли на работу. Телефоны тех времен были, конечно, попроще наших современных, и в качестве инструмента у Ричарда был банк звуков General MIDI, стандартизированный набор из 127 сэмплов. На основе этой библиотеки он создал музыку, эффекты, и, по его словам, такое ограничение добавляло веселья и свежести в процесс, хотя звуки были отстойными, к примеру, гитары фальшивили. Это была какая-то игра про зомби, которая так и не вышла, но стала первым опытом Disaster Peace в работе над игровым саундтреком. И самое любопытное, что минимализма в своем процессе он придерживается до сих пор. Когда вы начинаете работу, пространство возможностей бесконечно. Но мне, как творческому человеку, не хочется постоянно жить в таком огромном пространстве. Наличие ограничений позволяет мне сделать нечто осязаемое, иначе я просто утону в бесконечных возможностях. Кстати, писать на консолях он тоже попробовал и считает, что этот опыт работы, когда у тебя доступно около 4 музыкальных дорожек, тоже помог понять, как выделить в композиции самое главное и отточить партии. Он практически не использует железные синты, ограничиваясь компьютером, MIDI-контроллерами и несколькими плагинами. При этом некоторые плагины создает сам. А того самого чиптюнового звучания он добивался благодаря эффекту бит-крашера. Эту приколюху используют, да и использовали во многих музыкальных секвенсорах и сэмплерах. Она понижает битность звука, из-за чего он становится более мутным и перегруженным, но не так, как звук искажает овердрайв или дисторшн. Fez или It Follows легко услышать работу этого эффекта. А вот в Hyper Light Drifter Disaster Peace рассказал, что не пользовался ухудшайзерами, была идея прогнать композиции через кассетную деку для более лоу-файного звучания, но кассетная запись дает немного плавающий темп, который пришлось бы как-то исправлять. Ну а в целом звук решили оставить более чистым, потому что над Hyper'ом Disaster Peace работал в основном как композитор, а саунд-дизайном занимался звукорежиссер Акаш Такар. Акаш Такар экспериментировал во все поля, использовал какой-то древний диктофон из 50-х с записью звука на проволоку, сделал микрофон из стетоскопа, которым записывал свой кровоток. For those of you who've played it and beaten it, you've all listened to my blood. А еще ко многим звукам монстров, речи, выстрелов как раз таки применил бит-крашер, чтобы стилизовать их под ретро-стиль игрового арта. В итоге, чтобы избежать лоу-файной каши, решили, что звуки пускай будут забиткрашены, а музыка нет. Но все же иногда Vreeland выходит из зоны минималистичного комфорта. Послушайте саунд под Silver Lake. Там Ричард поработал с оркестром, и если сравнивать эту музыку с тем, что он делал раньше на софтовых синтезаторах, походу-то он всегда писал симфонии просто в электронном звуке. При этом под Silver Lake хоть и можно в каком-то смысле отнести к инди относительно более типичного кинематографа, но все равно бюджет и замах у картины здоровый. И Ричард говорил, что эта работа была на 2, а то и на 3 шага дальше его зоны комфорта, а он привык выходить всего на 1 шаг. Потому что помимо написания музыки нужно еще много чего менеджерить, нанимать оркестр, редактировать под него партитуры, которые вживую не будут звучать так же хорошо, как электронные демки, да еще и дирижировать этим всем. Конечно, авторы фильма собрали для Ричарда команду под эти задачи, но все равно проект его, судя по всему, измотал. По его интервью последних лет у меня сложилось впечатление, что после Silver Lake он намеренно, так сказать, дауншифнулся и вернулся к камерным проектам, оставаясь все тем же инди-чуваком и экспериментатором. Он поработал над играми Solar Ash, Mini Motorways, а еще сделал звук для умилительной маленькой игры про жабу Paradise Marsh, в которую накрепко вшита его процедурная музыка.
Вообще, лично я не то чтобы кручу композиции Disaster Piece на постоянке, но он для меня один из главных музыкальных вдохновителей. Я всегда держу его композиции в голове в первую очередь. Его звук, минималистичный подход, тяга к экспериментам, то, как он стремится объединить музыку с инструментами игрового дизайна, как по мне, и есть направление, в котором стоит двигаться композитором в геймдеве. Я рекомендую вам послушать как его сольные работы, так и поиграть в игры, для которых он писал музыку, потому что они до сих пор ощущаются очень свежо, независимо от того, когда вышли. Хоть его ранние, хоть относительно недавние проекты — это реально пособие по игровому саундтреку и повествованию через музыку. Причем он своим примером доказывает, что для крутого результата не обязательно обрастать дорогущими игрушками и вбухивать огромный бюджет. Лучше, наоборот, добавить себе ограничений.